Привет, друзья! Германия врывается в гонку технологий. На фоне заявления стабильности и модернизации запускается программа по масштабам, сравнимая с историческим планом Маршалла. Только теперь вместо восстановления активное создание новых индустриальных кластеров. Во главе команда Фридриха Мерца и несколько ключевых министерств, объединенных идеей безопасного будущего. Речь идет не просто о поддержке экономики, это перестройка всего промышленного ландшафта. Ставка сделана на высокотехнологическую продукцию двойного назначения. По словам источников, знакомых с проектами, речь идет о новой категории технологий, управляемой системы и автономные модули с возможностью двойного применения. В списке дроны, адаптируемые как для аграрных задач, так и для использования в условиях повышенных требований к безопасности. Европейские чипы, разрабатываемые при участии профильных структур, включая ведомство национальной безопасности, и гибридные устройства, включающие функции наблюдения, навигации и анализа. Подрядчики отбираются в узком кругу, знакомые имена исчезают, а на их место малоизвестные холдинги, внезапно получившие ключ к кабинету государственных заказов. Согласно сообщениям отраслевых аналитиков, финансирование может осуществляться через фонды, созданные для поддержки стратегических направлений. Это не просто помощь промышленникам, это перезапуск всей модели госкапитализации под флагом технологического прорыва. Но кто же на самом деле получает ключи от миллиардов? В реализации новой программы участвуют специалисты с серьезным опытом, ранее задействованные в ключевых государственных проектах. Именно так ее описывают некоторые экономисты, анализируя структуру рабочих групп, которые консультируют правительство. По информации источников, рядом с Мерцем работают специалисты, ранее курировавшие проекты в энергетике, в ВПК и разведке. Финансирование проходит через многоуровневые партнерские платформы, на бумаге для развития, на практике это полное согласование стратегий между представителями промышленности, госструктур и финансового сектора. Эксперты сравнивают происходящее с адаптированной моделью индустриального развития, близкой к структурам обороны и логистики. Старые заводы, ранее находившиеся на грани закрытия, вдруг получают новые лицензии на производство дронов, нейропроцессоров и охранных систем нового поколения. Есть один особенно любопытный момент. Некоторые из так называемых хабов модернизации расположены в районах с развитой инфраструктурой и исторически высоким уровнем безопасности. Именно там, по данным отдельных специалистов, в этих зонах тестируются элементы новых цифровых платформ, в которые задействованы специалисты, имеющие доступ к конфиденциальным данным. Открыто это не обсуждается, но местные бюджеты внезапно получают поддержку. А в парламентских отчетах такие расходы проходят по графе «цифровая трансформация» и «экотехнологии». Эксперты говорят, идет не просто технологическое обновление, это аккуратный переход к модели, где промышленность становится продолжением внутренней политики. И все ключи в руках узкой группы тех, кто сегодня определяет новый курс Германии. А теперь шаг, способный изменить структуру еврозоны. Тема, которая пока не выносится на широкое обсуждение ЕС. Берлин выстраивает свою цифровую валюту и делает это отдельно от Брюсселя. Вместо привычных деклараций о сотрудничестве четкий техпроект, о котором не говорят вслух, но который активно продвигается внутри. Как сообщают источники, знакомые с банковской средой, тестовая версия цифрового платежного средства уже проходит обработку в закрытых отделах крупнейших немецких банков. Что интересно, над платформой работают не в структурах ЕЦБ, а напрямую при Министерстве финансов Германии. Участие принимают разработчики, имевшие отношение к криптосектору, но теперь они под полным контролем Берлина. По замыслу архитекторов проекта валюта должна быть совместима с евро, но технически и юридически автономна. То есть, в случае нестабильности в Европейском Союзе Германия сможет быстро переключиться на свой инструмент и сохранить внутреннюю ликвидность. Проект получил неофициальное название «Стабилизационный актив» или, как говорят в кулуарах, «финансовая страховка от Европы». Никаких официальных анонсов, только редкие утечки и крайне настороженная реакция со стороны европейских регуляторов. Но ключевой вопрос в другом. Если цифровая валюта Германии действительно появится, кто будет ею управлять? Ответ очевиден. Это будет не Брюссель, не Европейский центральный банк и не Еврокомиссия, а узкий координационный штаб, сформированный при участии экономического курса Мерца. Но здесь начинается самое неожиданное.
Если раньше идеи о цифровом расколе внутри Евросоюза казались чем-то из области теории, то теперь это почти дипломатический конфликт. Франция пока воздерживается от официальных комментариев, но в экспертных кругах звучат тревожные оценки по поводу возможных последствий для доверия к финансовой системе Европейского Союза. Параллельно Польша, Италия и Венгрия внимательно наблюдают за ситуацией и обсуждают возможность присоединения к альтернативному формату расчетов с упором на немецкую цифровую модель. Это не просто валюта, это доступ к новым потокам. По оценкам экономистов, запуск цифровой платформы может автоматически активировать многомиллиардные госконтракты на сопровождение, кибербезопасность, хранение данных и анализ транзакций. Крупнейшие технологические компании уже делают ставки, в первую очередь те, кто ранее работал на аутсорсе у Минобороны и Минфина. Инсайдеры сообщают, что в одном из обсуждаемых сценариев на первом этапе контроль над цифровой операцией будет осуществляться напрямую через госказначейство, а уже на втором этапе вводится новый отчетный режим, включающий полное сканирование движений средств в реальном времени. Об этом говорится в стенограмме, которую недавно обсуждали в парламентском комитете по бюджету. Что особенно важно? Новая платформа предполагает индивидуальные лимиты и уровни доступа, зависящие от статуса и профиля субъекта. То есть, фактически проект предполагает внедрение гибкой модели управления финансовыми потоками с учетом индивидуальных параметров. Вот где начинается настоящая трансформация. Это не только о технологическом удобстве, но и о расширении инструментов административного управления. В фокусе сейчас искусственный интеллект как стратегическое направление цифровой этой трансформации. Проекты по искусственному интеллекту в Германии приобретают совершенно иной масштаб. Речь уже не о технологиях ради прогресса, а об инструментах управления, и здесь вступает в игру государства. В центре внимания создание закрытой архитектуры искусственного интеллекта, которую координирует не какое-то абстрактное министерство, а лично окружение Фридриха Мерца. Как отмечают эксперты, именно сейчас закладывается фундамент модели, где алгоритмы играют все более важную роль в принятии решений и прогнозировании. Формально проект зарегистрирован как исследовательский центр. На деле под него выделены объекты вблизи Берлина, куда уже завозят защищенные сервера, криптозащиту и даже развернули физическую охрану. Как сообщают источники, часть сотрудников проходит проверку по протоколам, аналогичным тем, что использовались в структурах разведки. Официально говорится о медицинских и логистических целях, но некоторые инвесторы рассматривают эти инициативы как начало долгосрочной технологической трансформации. Они видят здесь рождение контролируемого интеллекта, не универсального, а под конкретные задачи власти. Интересно и другое. В совет проекта уже включены специалисты из частных разведывательных структур, ранее работавших на внешние рынки. Они консультируют по сценариям киберзащиты и работе в кризисных ситуациях. По сути, новые технологии становятся частью институциональной инфраструктуры и направляются на реализацию госстратегии. Но это еще не все. Искусственный интеллект начинает играть все более значимую роль в управлении финансовыми процессами и ресурсами. Если в прошлом искусственный интеллект воспринимался как эксперимент или технологический вызов, то теперь это точка распределения влияния. Сама система создается на годы вперед, и здесь вопрос уже не только в эффективности технологий, а в том, кто станет ключевым координатором цифровой надстройки экономики Германии. Это вопрос, вызывающий интерес у аналитиков. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.